Всем еще раз привет! Продолжаем делать локоть, который начали в прошлом видео. В прошлый раз закончили на этапе, когда мы просто собрали вот эти концы, вот эти уголки вместе. Это такой грубый черновик, и сейчас нужно поправить форму. Так, форма стала более симметричная. Тут, конечно, есть что еще выправить. Например, эта сторона более прямая, а это более изогнутая. Но это можно еще в процессе рихтовки доправить. И нужно помнить про то, что у нас стираются вот эти ребра, центра. И их нужно регулярно наводить обратно маркером. Тогда это будет красиво, ровно и симметрично. Вот локоть согнули примерно на меня. В стеганке у меня объем руки увеличится, поэтому без стеганки локоть немножечко должен болтаться. Это если делать на меня, на мой размер. Теперь рихтовка. Опытные кузнецы рассказали, что вроде как работать молотком вот таким образом вредно для сустава. И чем тяжелее молоток, тем более рекомендуемо хватать молоток вот так, ну как просто палку. Но могу сказать, что если я молоток беру вот таким образом, ну как рапиру, скажем, то немножечко, кажется, повышается точность удара. Конечно, таким хватом я сильные удары не наношу. Если что-то сильно надо ударить, я все-таки беру вот, действительно вот так. А если что-то точное, такое, ну, очень сильно точное, то так вроде как удобнее, потому что нету контроля, ну, большой палец у нас сбоку, и молоток немножечко играет в кисти. Я думаю, что этим вопросом надо больше разузнать, как все-таки правильно, потому что меня никто не учил. Возможно, есть правильная техника и неправильная техника. Порихтованность проверяется рукой. На глаз, конечно, тоже видно, но рукой это быстрее делается. Совсем идеальной рихтовки, я думаю, никогда не было в Средневековье, поэтому я не преследую за цель сделать как-то прям очень гладенько, но в целом не должно быть видно каких-либо ямок при шлифовке, их нужно убрать. Так, порихтовалось почти все, кроме этого места. Я специально оставил болт для того, чтобы наш локоть был зажат в эту форму, и когда я рихтую, его не раскрывает. Потому что при ударах таких, если убрать болт, локоть бы раскрывало, и нам пришлось бы делать еще раз работу по закрыванию локтя. Сейчас же я уберу болт и просто дорихтую вот эти зоны, которые сейчас нельзя порихтовать. Собрали обратно, но тут будет щель. Можно, конечно, идеально подогнать, но проще затянуть еще одним отверстием. А здесь у нас будет еще деталь, которая тоже притянет эту часть. В итоге все просто получается само собой. Затянули. Как видите, щель в этих местах уже почти пропала. Поехали. Нужно обратить внимание, что здесь у нас почти ровная часть осталась, край локтя. А в этом месте он изогнутый. Его нужно подровнять. Места там, где у нас проходят ребра, должны быть заранее выражены. То есть наши грани уже стремятся сформировать ребро, должны стремиться сформировать ребро. Очень глупо делать, если вы делаете просто круглую часть и потом пытаетесь набивать на нем ребро. Будет получаться как будто бы такие надутые щеки у детали. А должно быть так, что все части гармонично и логично переходят в ребра. Тогда это выглядит красивее.
И для того, чтобы сильнее выразить эти части, тут, кстати, боковые нормально выражены, а вот центральная мне пока не нравится. И центральную нужно еще доковать. Теперь ребро немного поднялось. Теперь нужно порихтовать рондель. Причем, рихтуя ее, можно еще и доформовать ее. Красиво, когда лепесток повторяет сгиб руки. От сложных ударов, которые могут попасть в сгиб руки, такой лепесток, возможно, больше будет защищать, потому что он закручивается сильнее на внутреннюю часть руки. В общем, вот этот лепесток мы будем пытаться из ровного, вот он уже немного отформован, завернуть и закрутить вот таким образом. Сейчас будем использовать такой метод, как расплющивание материала. Вот здесь у меня есть более тупое ребро, ну, тупое закругление и более острое, вот в этом месте. Я буду специально сильно бить по острому, чтобы разбить материал, и чтобы он начинал вот так вот расходиться в стороны. Обратите внимание, что я разворачиваю деталь. Здесь у меня вот такие полоски. И чем ближе к краю, я их начинаю немножечко подворачивать. Вот таким образом. Вот. Дальше центра я не залажу, потому что у меня еще вторая часть. Я бью сильнее, чем я бил, когда рихтовал. Потому что у меня задача теперь раздвинуть материал. При раздвигании он будет подниматься и делать мне вот такой красивый лепесточек. Но нельзя переусердствовать, потому что у нас 1,5 мм толщины. Если мы его прям передавим, сделаем меньше миллиметра, то такой лепесток может треснуть от ударов даже турнирной линейкой. Кстати, вы можете заметить, что у меня очень сильно ошатается рог. Такого быть в принципе не должно. То есть у вас должен быть приспособа намертво закреплена. Дело в том, что от времени, я так понимаю, у меня где-то оторвалась сварка снизу, поэтому ее нужно ремонтировать. Ремонты в мастерской — это регулярное дело. Постоянно что-то ломается. То молоток сломается, то приспособы, то тиски надо починить. Поэтому это не такое уж и легкое дело, как кажется. Вот вы можете увидеть, что благодаря такому нехитрому методу можно очень красиво изогнуть лепесток внутрь руки. Теперь эти части нужно немножко подрихтовать, потому что я сильно бил, и такие острые холмики образовались на поверхности. И вот эту серединку стоит подрихтовать еще отдельно. Нужно обратить внимание, чтобы вот эти части лепестка все-таки как бы поднимались, чтобы они не цеплялись за наруч и за бицепс. То есть, чтобы рука здесь свободно проезжала. Об этом нужно думать сразу при изготовлении. Не ждать, пока там что-то зацепится и потом переделывать долго. Формируем ребра. Теперь за маркером мне не видно того, что я наделал. Поэтому вот такой мочалкой ребро стирается. Ну, не ребро, а маркер стирается. И теперь хорошо видно само ребро. И можно его сделать ровненьким. Ребро до конца не доводим, потому что по краю будет другая отбортовка. Формируя ребро, желательно прорабатывать не само ребро пробивать, нарезая таким образом его, прорезая как бы, способствуя трещинам, а работать вот как бы рядом с ребром, работать по граням, формируя ребро. Тогда у нас получается рихтуется край этот и формируется не пробитое, не надрезанное ребро, которое крепкое. Очень часто бывает, что если взять и просто хорошенько по ребру поработать,
оно настолько продавливается, что вместо того, чтобы получить усиление, это на самом деле становится самым слабым местом, и локоть может просто расколоться со временем от таких усилений. С внутренней части у нас ребра не будет. Эту зону почти никогда не видно, и здесь у нас будет стык. Я думаю, что это самое оптимальное решение в данном случае. Ну, такой проработки ребра хватит. Очень важно, чтобы это ребро продолжилось за самую тонкую часть локтя, чтобы таким образом усилить его и придать хорошей жесткости. Теперь будем делать отбортовку вот этого края. Штангелем отмечаем 6 мм, аккуратно разводим. Сильно царапать не надо. Бывает иногда, что так нацарапаешь, что потом по этому месту еще и треснуть может. Есть, да? На наковальне здесь закругленный край. Тут вот острый, а здесь закругленный. И работаем на закругленном. Для того, чтобы делать эффективно и быстро такие вещи, самое главное начать. Вот вы начали, закрепили, теперь давите телом, ну, рукой в наковальню, теперь она цепляется за край. И нужно, как бы перекатываясь, идти дальше. Если мы возьмем опять, ну, место без отбортовки, оно опять будет скакать. Но сейчас можно перекатываться и вот словить ритм и просто провести его, сделать. Вот получается такая отбортовка. Локоть теперь уже довольно сильно жесткий стал во всех проекциях за счет ребер. Вырезайте такую длинную полоску, можно длиннее, чем это, и планируйте себе ровный квадрат. Длинная нужна для того, чтобы легче было манипулировать, легче ковать. А в конце это просто отрежется. Видно, что откованности хватает. То есть все прилегает теперь краями. И можно теперь сделать ребра. И за счет того, что есть хвостик такой, это делать намного легче, если бы эта деталька была, ну, обрезана. Тоже можно, но так комфортно. Теперь рисуем отверстие. Вот такая штучка получилась, кривая, потому что край один был ровный. Так, обрезанный край, наверное, опустим в сторону нахлеста, вот так. Обрезанный край кинем в сторону нахлеста, а остальные части распределим вот по детальке. Кстати, немножечко я неправильно сделал. Нужно было не набивать ребра сначала, нарисовать их надо было, просверлить, установить на детальке и только потом их набивать. Почему? Я сейчас уже их сделал. Есть шанс того, что я буду вешать эту деталь на локоть, и сверло может там где-то уехать на миллиметр, на два, и это будет очень сильно видно, потому что любое смещение ребер будет слишком заметно. То есть в этом случае я поступил не очень умно. Но такие вещи нужно запоминать и в следующий раз делать правильно. Рисуем одно отверстие и сверлите. Если не уверены, что у вас, что вы нормально сверлите, не плывете по металлу, тогда бьете кернером. Я думаю, что мне получится так просверлить. Немножечко подкрутили, не до самого края, чтобы деталь как бы играла, можно было ее подворачивать. Второе отверстие.
Когда вот такие прокручивания начинаются, то есть у нас какое-то что-то зацепляется за сверло, и сверло просто вращается в патроне. Разгоняется патрон там, на высокую скорость. И на скорости очень медленно туда продвигаем сверло. Тогда оно начнет сгрызать существующие зубы там в отверстии и просверлит. Вот так. Зафиксировали эту нашлепочку. Теперь можно просверлить остальные отверстия. Сразу нужно заготовить отверстие для ремешка. Для пряжки будет это отверстие, а для ремешка нужно сделать новое. Где-то вот здесь. В ребре я не насверлю без кернения, поэтому уже просто берем кернер и кернем. Видите, я подворачиваю дрель, потому что я вижу, что отверстие начинает смещаться. Поэтому я его контролирую. Вот получился такой локоток. Теперь его нужно закалить. Такие вещи делаются без заморочек на какую-то там идеально ровные ребра, идеально там правильную симметрию красивую, потому что это вещь для спорта. Она должна быть долговечной и удобной, это в первую очередь. Ну и во вторую очередь все-таки она должна иметь презентабельный вид. Но скажу следующее, что если вы изучите музейные экспонаты, вы поймете, что там они делали очень-очень криво, потому что для того времени ровность не так была важна, как в принципе вообще-то функционал, и материал был настолько дорогим, что выбрасывать его и переделывать по несколько раз возможности у людей не было. Поэтому можно увидеть многие шлемы, и локти, и рукавички, которые страшно кривые. И в принципе эти вещи работали. Поэтому я думаю, что для спорта самое главное это функционал и долговечность. Хотя, конечно, если вы при этом еще и выглядите красиво, это еще круче. Так, сейчас будем калить. Мы зафиксировали локоть в такой клеточке. Получился вот такой закаленный локоть. Даже при том, что я его так по-варварски просто положил, не расперев диагоналями, его даже не повело. Да и в принципе трийская гайса так особо не боится, что ее поведет, потому что она не такая хрупкая, и даже после закалки ее можно подкрутить, подправить, и она не треснет. И это очень хорошо. Будет третья часть, где уже этот локоть будет полностью собран до самого конца, финал. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.